Дорогие зрители, Весы, для вас гадание на апрель 2023 года. Самые разные карты Таро, самые разные карты вам расскажут, что вам стоит ждать в этом месяце, от чего стоит как раз-таки отказаться. Это чтобы вы легче подбирали ваши планы. Астрологический прогноз, астрологический экскурс, вернее, небольшой такой. Ну, в апреле что нас ждет? Помимо того, что регулярно меняют знаки Венера с Меркурием, понятно, с ними это часто бывает, не будем на этом заострять. Тот самый Меркурий 21 числа становится ретроградным и привычно нам ставит палки в колеса в самых повседневных делах, то есть мешает нашей повседневной жизни. Ретроградный Меркурий все ломает, заставляет нас везде опаздывать. В общем, все как обычно. Хотя иногда вот именно ретро-Меркурий приносит какие-то оригинальные и совсем уж ненужные трудности, но надеюсь, что вас это обойдет. Да, и солнечное затмение будет 20 числа. Говорят, что солнечное затмение, в старину так считалось, что солнечное затмение в огненном знаке, а оно у нас в Овне будет, предвещает смерть царя. Представляете? Итак, сказку же я вам приготовила. Для каждого знака отдельную свою сказку. Сказка длинная, но я вам буду ее... Ну, как длинная тут, я не знаю. Вот, в коротком изложении, авторское изложение будет, редактура, с моей редактурой. Для чего читаю сказки? Для того же, для чего и гадаю вам на картах. Я вас прошу, просто так это гадание не смотреть. Вот можете прямо остановить видео и подумайте, чего вы ждете от этого месяца, чем вам должен как бы запомниться этот апрель. Что, с вашей точки зрения, хорошо в этом месяце должно быть, а что не очень, да? В общем, позадавайте ваши вопросы картам, заметите, насколько полезнее будет гадание. И сказку тоже попробуйте со смыслом, вот применительно к своим жизненным каким-то ситуациям. Даже вот сейчас вы же не слышали еще сказку, задайте вопрос. И сказке тоже, то есть сказка ложь, да, в ней намек. И вот этот намек станет для вас ответом на самый важный вопрос вашего апреля. Угу. Загадали? Давайте я подожду даже. Итак, умная девочка называется сказка. Однажды в маленьком индийском селе один фермер сильно задолжал ростовщику денег и пошел простить ему долг. А ростовщик сказал: я прощу тебе долг, старик, если ты отдашь за меня замуж свою дочь. Ну, фермер рассказал об этом, собственно, самой дочери. Она тоже возмутилась наглости ростовщика, и они ему отказали. И тогда этот ростовщик предложил оставить решение вопроса на судьбу. Нет, ростовщик говорит: ну, так не пойдет. В общем, давайте судьба, типа кинем жребий. Сложим в одну сумочку два камня, белый и черный. Если девочка вытащит черный камень, она станет моей женой, и долг будет прощен. Я прощу долг отцу, значит, ее. Если она вытянет белый камень, то тогда она, ладно, пускай не ходит за меня замуж, но и долг я все равно прощу отцу. Ну, выгодные какие условия, да, долг по-любому же прощается. Вот. Ну, естественно, фермер согласился с дочерью, потому что долг, понимаете, ипотека сама себя не заплатит. Вот. И собрали много людей, ну, типа свидетелей, чтобы были, естественно, это все так делается, да. И при свидетелях много народу собрали, да, на каком-то таком открытом месте. И вот этот ростовщик сложил в сумку два камня, ну, как бы черный и белый, и протянул девочке, чтобы она вытаскивала. Но девочка имела острое зрение, и она заметила, что оба камня, которые этот
ростовщик положил в сумку черные, то есть он мухлевал, схитрил, да, и, соответственно, девочка растерялась и не знала, что делать. И вот здесь для нас начинается «Кто хочет стать миллионером», да, потому что, тоже подумайте, вы бы что сделали на ее месте? Вот вы замечаете, да, что жребий нечестный, что оба камня черные. Какой ты не вытащишь, ты в любом случае выходишь замуж за старого ростовщика. Не знаю, почему она за него не захотела, ну, не захотела, да. Вот, и девочка задумалась, что же ей делать. Надо думать быстро, да, потому что, ну, понятно, тут люди ждут все. И было 3 варианта. Первый вариант такой, да. Она откажется выбирать, да, и отец ее пойдет в тюрьму за долги. Второй вариант. Девочка залезет в эту сумочку и достанет оттуда оба камня, да, оба камня, и покажет толпе, какой, значит, этот ростовщик, ну, что он обманщик, вот так. Но тогда это никак отцу не поможет, потому что долг на нем все равно останется, да, придется возвращать эти деньги. И третий вариант был выбрать камень, ну уж какой есть, а они оба там черные, да, выйти замуж за грозного и старого лихвара, и, ну, папа зато будет на свободе, да, вот 3 варианта. Пришел бы вам в голову какой-то 4-й? А ей пришел, поэтому про нее сказку написали, а про нас с вами нет. Итак, была и 4-я возможность. Ее и выбрала девушка. Она вытащила из сумочки камень быстро и не успела его посмотреть, выпустила из руки, как будто невольно, да, уронила этот камень. И он упал на землю, а там на земле было, ну они же с земли эти камни поднимали, и там, естественно, было полно таких же камней вперемешку, черных и белых. И непонятно было, невозможно стало тут увидеть, какой именно она уронила, из руки-то у нее выпал, потому что они тут все такие. И девочка сказала: ой, простите меня, ну настоящая истеричка, да, ой, простите меня. Я уронила камень без своего желания. Но если мы посмотрим в сумке и увидим, какой камень внутри, мы узнаем, какого цвета был камень, который я выбрала, да? Ну, вытащили из этой сумки камень и увидели, что он черный. Ну, значит, девочка вытащила белый камень, заключили все понятые, все свидетели вокруг. И старый грозный лихвар ничего не сказал, потому что тоже ему не хочется палиться, да, вот так, потому что ему пришлось бы признаться, что он обманщик. А с его работой, он же ростовщик, как бы это не лучший вариант. Вот. Ну, вот находчивость этой девушки спасло и ее от нежеланного брака, и ее отца от долга. Вот это, кстати, несправедливо, да, задолжал, плати, я считаю, а то так все начнут. Вот. Ну, а мораль в этой милой весы. Зачем я вам эту сказку-то прочитала, как вы думаете? Любая сложная проблема имеет решение. Иногда просто требуется действовать находчиво. Подсказали мы вам, как все трудности вашей жизни сейчас разрешать. Ну, теперь гадание. Вот после такого долгого вступления, прям-таки бесконечного гадания, ну, тогда гадание будет меньше. Только старший аркан у меня в руках. Одна карта для вас. Настроение задает тему задает, как это... Ну, ладно, потом вспомню это слово, скажу. Задает тему, да? Это карта Маг. Ну что ж, она очень даже прекрасная. Первый аркан Маг спешит к весам с хорошей новостью. Вы все можете, сообщает. Карта говорит, вы все можете. Почувствуйте силу в руках. Она торопит, она подталкивает к разным самым
поступкам, решениям. Эта карта такая вот, знаете, скорая. Вот всегда первое, что когда мы видим маг, или там еще есть некоторые карты, да, она очень торопит. Маг говорит: так, все, что вы откладывали, не сделали в феврале, в марте и в прошлом, еще позапрошлом октябре, делайте это теперь. Вот какое-то скорое время, у вас много возможностей, у вас очень должно быть, ну, как бы в это время много сил. А кроме того, маг – это еще и приход феи. Карта это обещает, что к вам вполне возможно прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Можете встретить какого-то человека в любом образе. Может быть, мужчина, женщина, старый, молодой, там худой, толстый, богатый, бедный. Это абсолютно никакой здесь связи нет. Мага же тоже очень разным рисуют в разных колодах. И есть и женщина-маг, например, вот в втором ухе. И еще там у меня есть. Вот, то есть, если считаете, что без помощи не обойдетесь, взывайте, как Золушка, зовите фею. И она где-то крутится рядом, вполне к вам прилетит. В общем, волшебное время. Карта – это волшебное. Верьте в волшебство, занимайтесь волшебными делами. Но не забывайте, что вы сами можете быть вот такой феей для очень многих людей. Очень многих людей. То есть вы можете прям буквально кого-то спасти, переодеть как минимум и на бал отправить. А это дорогого стоит. Еще неизвестно, что лучше, когда вам помогают или когда вы кому-то жизнь меняете, судьбу меняете. Золотое Таро. Раз. Здесь мы по 2 карты вытаскиваем. Да что ж такое-то? Опять старшие арканы, крупные карты, весы. Это ваше время. Этот апрель, это прям ваше время. Хотя вроде бы апрель, он как бы на полюсе от вас, да? Апрель – это овновское время, полярный знак, полярный месяц. Ну вот, практически то же самое. Шут говорит тоже, что вам пора что-то начинать крупное, поменять работу, отправиться в новые отношения, в новые любовные приключения, например, отправиться в какую-то дорогу, прям буквально переехать за границу или поближе. Но все равно шут тоже вам советует торопиться, слишком долго не думать, проявлять даже, может быть, какое-то детское наивное безрассудство, любовь, влюбиться, очертя голову и как в омут с головой. Это тоже с картой шут, вот это все происходит. Собственно, и то же самое предсказывают и описывают вам карты, понимаете, да? То есть в вашей жизни произойдут внезапные, странные, на первый взгляд, возможно, неуместные какие-то изменения, выход из той самой зоны комфорта. В каком-то смысле, знаете, в классических колодах Таро на карте шут шагает в пропасть. Считается, что классическое идеальное значение для этой карты – это именно вот такое вот шагание в пропасть, в неизвестность. Поэтому, да, такой веселый, безумный восторг вас ждет, неожиданные новости, долгожданные и в то же время какие-то рискованные, очень беспокойные новости связаны, опять-таки, абсолютно с чем угодно. Вы понимаете, да, это все старшие арканы, привязки к масти нету, поэтому мы не можем разделить это про любовь, речь идет про деньги или про, ну, там, я не знаю, про ваш бизнес. У каждого свое. Я вас перед началом гадания просила задать ваши вопросы. Вот ваши, что вас беспокоит. И на ваши же вопросы как раз вот эти вот ответы и приходят. То есть начало. Но жизнь сильно меняется. И благодаря тому, что приходят крупные новости. Труба, видите, какая-то труба, глаз небесной трубы зовет вас в дорогу, зовет вас рискнуть и куда-то отправиться, куда вы
Еще вчера не собирались. Понимаете, да? Тоже две карты. Это Тату Таро. Очень тоже такие карты. Видно хорошо. Картиночки, картиночки. Что здесь? Опять два старших аркана. Вы видели? Что происходит? Куда вы в этом апреле собрались? Почему такие карты крупные вам выпадают? Отшельник с императрицей, представляете? То есть вы прям в поход отправляетесь. Опять отшельник. Дорога вас ждет, вы понимаете? Дорога, в первую очередь, конечно, географическая, дальняя поездка или вообще переезд, эмиграция, например. Но это еще и может быть дорога в метафизическом смысле. Когда человек, например, оставляет прежнюю профессию, да, бросает бухгалтерию и отправляются учиться акварельному рисунку, да, вот. Все оставляет, идет на новое. Это как раз же большая дорога, да, или когда кто-то оставляет семью, мужа, например, старого, надоевшего, как тот лихвар, вот, и бросается в новый роман, например, это же тоже такая вот крупная дорога. Но, в общем, апрель для весов – это месяц очень больших, разных личных, жизненных начинаний. Что вам карты советуют? Кстати, вот я говорю о неожиданностях, да, но эти все неожиданности вы призвали сами. Если у вас поменяется работа в это время или место жительства, или даже любимый человек рядом с вами поменяется, то не говорите потом, что это случайно судьба вам вот это все принесла, потому что отшельник всегда выдает мысли ваши, что вы к этому долго шли, вы долго об этом думали, по-настоящему к этому стремились. Вот. А сейчас только просто пришло время для исполнения этого желания. Вот у Вселенной, что называется, руки дошли, да, вот у нее руки не доходили все время до вашего основного вот этого плана желания, а сейчас руки дошли, дотянулись, как бы, ангелы дотянулись. Поэтому вот карта императрицы тоже сообщает про многие, это поход за добром, получается, поход за деньгами или поездка за деньгами. Знаете, вот кто-то может отправиться в такую дальнюю дорогу, даже вообще куда-то за границу, на другой континент, по приглашению о работе, да, работать по контракту, за большими деньгами, за большой карьерой, вот. Но императрица – это еще и такая карта про разные женские дела и любовные в том числе, поэтому… Друзья мои, весы дорогие, если вы одиноки, и если в этом апреле вы все-таки позволите себе кого-то заметить и согласитесь на роман с кем-то, с каким-то новым человеком, да ладно и не новым, можно и со старым, то это будет так по-крупному, это будет так долгосрочно, и это будет прям, не побоюсь этого слова, да, вообще навсегда, понимаете, на всю жизнь. Вообще вот такие крупные карты, будьте внимательны. Любое начинание, любое зернышко, которое сейчас в землю вы бросаете, оно вырастет в огромное какое-то растение. И, естественно, от вас только зависит, будет ли это какая-нибудь благородная секвоя, на которую потом, на фоне которой будут туристы фотографироваться, или это вырастет громадный до неба чертополох, который вы будете до конца жизни вырубать, понимаете, не вырубите ничем. То есть, видите, у вас что-то такое вырастает, судьба, что ли, жизнь новая. И очень важно правильно это все удобрять и как бы выбирать рассаду, чтобы потом не… Вот. Ну, карты, конечно, да, они тревожные, хотя, ну, они хорошие, понимаете, потому что в старших арканах тоже ведь есть плохие карты, тут мы их вам не достали. Ну, посмотрим, что дальше будет. Таро Кроули, куда же без них. В целом, да, дорога,
карьера, новые деньги, хорошие деньги, страшно большие новости, риск. Я думаю, когда вот такое крупное в жизни происходит, у всех людей абсолютно, независимо от знака зодиака, трясутся поджилки, колени трясутся. Вот это все переживать, хоть и страшно, радостно, но в первую очередь страшно. Будете бояться, в общем, от ответственности так много, такое все. Ну, большая любовь может прийти. Знаете, не просто любовь, а как карма, знаете, сваливается с неба другой человек. Вот, может быть, портрет будет этого человека, даже не знаю, что еще. Кроули предостерегает об опасности, когда так много приходит. Дело в том, что как беда не приходит одна, так, вы знаете, крупные новости тоже по одной не ходят. Это всегда сваливается каким-то комплектом, набором. То есть все вышеперечисленное, как бы я сказала, у вас или любовь, или дорога, или переезд, или карьера. Но оно может все вместе одновременно. Судьба же любит пошутить. И вот карты Таро Кроули предупреждают вас. Можете растеряться, размечтаться, растеряться с выбором, то есть разорваться куда? Умные налево, красивые направо, да? И все трудности, возможно, месяца будут связаны именно с этим, с вашими иллюзиями и с невозможностью выбрать. Поэтому будьте внимательны. Я уже говорила, целые лекции постоянно читаю про эту семерку кубков. Неудача она здесь называется, да? То есть и про эту семерку кубков говорила. Помните, что множественный выбор – это всегда иллюзия, когда судьба вам подсовывает что-то, много вариантов выбирать, например, о работе. 6 вариантов работы, когда у вас образуется, или даже 4, не верьте этому, не бывает такого. Это вранье все. До этого ни до чего нельзя дотянуться. Это все исчезнет, как только вы попытаетесь это схватить. Точно так же 4 завидных жениха не может быть у вас одновременно. Точно так же там 4 удачных места для переезда, например, тоже не может быть, 7 тем более. Да? То есть карты предупреждают, все очень хорошо по-крупному, но можете растеряться с выбором. И тогда все пропустите, упустите. В общем, решайтесь быстрее. Кстати, астрологическое соответствие у этой карты Венера в Скорпионе, да? Венера в Скорпионе. Но весы любят колебаться. Может быть, для вас это очень уместное предупреждение. Таро цветов. Тоже в каком-то смысле о врагах и о трудностях предупреждают вас карты. Для вас ответственное время, когда много получится, но враг не дремлет. Рядышком вместе. Они часто, кстати, ходят парой. Королева мечей и рыцарь мечей. То есть, ну, по сути, это вообще фигурные, в смысле, Таро цветов, это фигурные карты, но здесь людей-то не рисуют. Это стрелиция и бамбук. Говорят вам о чем-то эти слова, эти названия ботанические. В общем, стрелица и бамбук – это королева и рыцарь мечей. Это такие ваши недоброжелатели. Если уж здесь вообще придираться полностью, да, то это мужчина и женщина. И они могут между собой даже составлять определенную пару. То есть они могут действовать заодно между собой, но и против вас при этом. Поэтому, конечно, вы попробуйте этих врагов заметить, но не скажу обойти. Хотела сказать, обойти нет. Когда рыцарь мечей приходит, образуется какой-то спор, конфликт, который сам по себе не рассосется, который надо спорить. Знаете, есть споры, которые не надо спорить, да? Пятерка мечей. Подальше держитесь, и все рассосется само. А есть споры, которые, ну, неизбежны. Вот лоб в лоб люди столкнулись, судебные дела, например, бывают. Или это спор
в основном это имущественные, конечно, споры, даже и не судебные, но все равно семейные, там споры о наследстве или что-то еще такое. Или это конфликт производственный бывает такой, между партнерами по бизнесу. Если пока они не поспорят, они и не договорятся, то есть они доли свои не поделят, дальше не двинутся. То есть нет, как раз карты вас призывают показывать себя, не бояться показать себя с худшей стороны, чего весы всегда очень боятся. Да? Вспомните все ваши главные проблемы в жизни из-за того, что вы в самый какой-то ответственный момент побоялись откровенно высказаться или некрасиво выглядеть. Правда же? Это вечная беда ваша, так скажем. Так что предупреждают вас карты о том, что спора не избежать. Но вы туда и едете или ради этого едете. То есть вы двигаетесь навстречу войне, какой-то схватке. Так оно и будет. Пусть так оно и будет. Ну что ж, я думаю, что очень-очень выразительное гадание для весов получилось. Я вас благодарю за внимание и желаю вам всего наилучшего. Как всегда, увидимся.